Новый флагман Xiaomi Mi 12S Ultra отличается от предыдущего буквально в каждом аспекте. Чистой воды правда. И сейчас я вам это продемонстрирую. Посмотрите на решеточки динамиков. Разница сразу бросается в глаза. И микрофон переехал на другую сторону. Отлично! Сверху вас ждет еще больше изменений. Вы только посмотрите на это. Теперь микрофон и инфракрасный порт поменялись местами. Как же мы без этого жили? Мало того, инфракрасный порт теперь находится не под декоративной накладкой. Он получил отдельное отверстие. Так, наверное, он будет лучше управлять вашим кондиционером. Это очень важное изменение. На этом еще не все. Клавиши громкости и питания также поменяли свое месторасположение. И теперь клавиша питания у нас гладкая, а не ребристая, как на старом флагмане. Наверное, ребристая это как-то уныло, что ли. Но самое главное изменение находится в коробке. Теперь помимо унылого силиконового чехла, который полезен, но все равно через месяц пожелтеет, в коробке еще находится зарядник на 67 Вт с разъемом USB Type-A и кабель USB Type-A на USB Type-C. Вам смешно? Нихао, камрад, ты на канале Марк Викторсон. Со мной ты и на Китай посмотришь, и о смартфонах узнаешь. И в этом коротеньком ролике я поделюсь с тобой своими первыми впечатлениями от нового флагмана Xiaomi. Я надеюсь, что ты помнишь, что в благодатное время как раз смартфоны отличались между собой вот так. Вот это 1 год разницы в технологиях, 1 год прогресса. И он сразу виден невооруженным взглядом. Берешь смартфон в руки и чувствуешь, вибрация лучше, камеры снимают быстрее. Все в этом смартфоне лучше, чем в предыдущем. Ну, может быть, кому-то внешний вид нравится лучше у старого, но это уже такие различия косметические. Но здесь, вот в чем здесь разница? Вибрация та же самая, громкость та же самая, экран тот же самый, яркость та же самая. Биометрия. По биометрии тоже все очень и очень грустно. Она абсолютно идентичная. Посмотрите, разблокировка одинаково быстрая. Здесь у нас оптический дактилоскоп. В чем разница? Кто-то может сказать, ну, будет автономность выше на новом флагмане. Я вам сейчас покажу кое-что. Я на этих смартфонах CPU стресс-тест прогнал на 100 потоков. Посмотрите, так как старый смартфон тротлил сильно, он работал на более низких частотах и из-за этого потребил меньше энергии. Новый смартфон более мощный, у него, конечно же, лучше охлаждение, бесспорно, он наверняка на солнце будет дольше снимать видео. Но он за счет того, что сжал больше энергии, сожрал больше аккумулятора. Поэтому если знать, куда бить, можно ударить больно. Нам сколько раз говорили в презентации на новый смартфон, что он у нас будет гораздо автономнее предыдущего. И вот что на практике. Он у вас будет высаживаться в игрушках быстрее, чем предыдущий. Практика. Поэтому, друзья, мне сложно сказать, что однозначно улучшилось в этом смартфоне с предыдущим поколением. Ну, конечно, если вы будете смартфоном аккуратно пользоваться, автономность у вас будет выше. То же самое касается и Vivo. Я до сих пор не снял обзор на предыдущее поколение Vivo, потому что я не знаю, что говорить. Вот Vivo X70 Pro Plus хороший, Vivo X80 Pro еще лучше. Но снимать об этом отдельный полный обзор на 25 минут, это нужно куча времени. И если честно, весь обзор сведется к тому, что он чуть-чуть автономнее и чуть-чуть холоднее новый смартфон. И все. То же самое, наверное, и будет с новым флагманом Xiaomi. Он будет чуть-чуть холоднее и чуть-чуть автономнее, чем предыдущее поколение. Еще я буду очень сильно скучать по дисплейчику. Он очень классный, это реально классная штука, и зря Xiaomi от нее отказались в новом флагмане. И вот это вот все, разница в том, что теперь другой формы блок камер. Это обидно. По самим камерам, что я скажу? Я пофоткал достаточно фоток, я снимал в RAW, в JPEG, и если только ты фотоэнтузиаст, ты по-другому не сможешь обнаружить отличия между тем, как эти смартфоны снимают. Я поснимал днем, поснимал вечером, и разница в том, как эти смартфоны отрабатывают тени. Я уверен, что вы ожидали большего. Я ожидал большего, и я разочарован. Я ожидал разницу, которую можно увидеть невооруженным взглядом. Я ожидал разницу, которую может увидеть не энтузиаст, не профессионал. Но этой разницы на самом деле нет. Более того, этот смартфон ухудшили с последним обновлением, и он снимает хуже. Если вы посмотрите на равки, а я посмотрел на равки идентичны. Нужно было вкропливаться в 300%, чтобы увидеть какую-то разницу. 300%, то есть в 3 раза. Это просто кошмар. Реально разницы, прогресса никакого нет. Поэтому, если ты фотоэнтузиаст, имеет смысл обновиться чисто в силу того, что этот смартфон будет снимать видео дольше, до нагрева и до отключения. Но и на этом смартфоне уже давно все с обновлениями пофиксили. Поэтому имеет смысл подождать годик вот на этом смартфоне. Обновления исправят перегрев, исправят камеру, все будет еще лучше, и тогда с выходом 13-го Xiaomi имеет смысл покупать 12, потому что он будет дешевле, примерно как сейчас вот подешевел Mi 11 Ultra. Я реально
я не имел каких-то завышенных ожиданий и все равно разочаровался. Да, конечно, это лучший смартфон, чем предыдущее поколение, однозначно. Но в таких мелочах, что мне, если честно, сложно оправдать, вынь да положь, сколько он стоит на рубли, да, 75 тысяч рублей, если через меня брать. Это просто какой-то кошмар, недоразумение. Поэтому смартфон, конечно, хорошо лежит в руке. После вот этого вот глянца, который собирает отпечатки, кожаная крышка не собирает отпечатки. Вы готовы за это платить 75 тысяч рублей? За то, что смартфон не будет собирать ваши отпечатки? По-моему, проще чехол купить для смартфона. Я не знаю, что еще добавить, поэтому пишите свои вопросы в комментарии, заходите в группу в Telegram, я там буду ежедневно выкладывать новости о том, как меня этот смартфон радует или разочаровывает. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока!